Китайский Adidas, да. Потом, кажется, что-то случилось, они начали писать Абибас. Потому что для русских все равно. Я пропускаю матерные слова, поэтому я запинаюсь. Это ничего с моим русским языком, все нормально. Они говорят, что ты не владеешь русским языком, ты не владеешь литературным русским языком. Я стараюсь здесь фильтровать. Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Мы поссоримся и помиримся, не разлить водой, шутят все вокруг. Oh, you know I changed the name of my channel. No, I didn't know. Ah, okay, you're gonna find out what it is here in just a second. Хорошо, привет всем, с вами я и мой самый лучший русский друг Костя, вы уже его знаете. И любите. И любите. Ага. И мы здесь в моем самом любимом городе, в Мэриленде, называется Аннаполис. Да? У нас будет очень веселое видео сегодня. So с вами я, Дженни, и это How Jenny Learned Russian. Новое название. Ты об этом не знал? Не знал. Okay, хорошо. So, one of my favorite things about having Russian friends, but then also just foreign friends in general, is they kind of put your middle class American problems in perspective. So I remember a few years ago I was having some life problems and I called Kostya and I was like, I'm so sad, I'm feeling sorry for myself. Can you tell me stories about life in Russia in the 90s? And he had lots of stories that made my problems look really stupid and, like mелочь or whatever. So that's actually going to be the funny, the video today. We're going to find out who had the more difficult childhood. I think you guys can probably guess, just, knowing what you know about us. But yeah, so we're going to talk about childhood, things that we did as children. And this is going up to teenage years because he and I both were a little bit crazy teenagers. So we won't talk about that so much. Anyway, so we're going to be doing this in Russian. I hope you find this interesting because the 90s in Russia, which was when Kostya was growing up, it was quite a crazy time. Хорошо, поехали. Сначала, то есть у меня уже есть видео о Советском Союзе с Святославом, вот здесь ссылка. Но теперь у нас будет маленькое видео о 90-х годах в России. Как всем известно, это было довольно тяжелое время. И мы ровесники, скоро ему будет 40. То есть очевидно, что я старше, мудрее. Да. Ага. Вот. Окей, расскажи, что ты помнишь о распаде Советского Союза? День, когда это произошло? Когда это произошло, мы сидели, все сидели у телевизора просто дома, в квартире. Потому что мы были не из Москвы, мы не были участниками всего, что происходило в Москве, поэтому мы просто смотрели дома новости. Я особо не помню, мне было сколько, 7 лет. Я просто помню, что там взрослые сидели, говорили, по телевизору показывали танк, который стреляет по Белому дому. А ты не помнишь, как твои родители относились к этому? Я помню не в этот именно день, а последующие годы, что они говорили про Советский Союз и про Новую Россию и так далее. Да, я помню. Я думаю, что в основном им не нравилось. Им не нравилось то, что распался Союз, или им не нравился Советский Союз? Им не нравилась Новая Россия. Интересно. Может быть, мне обязательно нравился Советский Союз, и мне нравилась Россия, которая пришла на место Советского Союза. Так, хорошо. И они волновались о будущем, что дальше будет? Конечно. Пенсия? Да, но пенсии практически не было. Да? Да. Что еще там было? И кем работал твои родители в этот Моя мама работала на заводе, она работала там до распада и после. Потом она перешла на другой завод. Она всегда работала на заводе, и тогда мой папа работал на стройке. Обычным рабочим,
То есть вам было страшно? Ну как, что дальше будет? Да, Ага. да. Ну, в каком ты имеешь в виду, что дальше будет с нашей семьей или что дальше будет с Россией? Вообще так и Вообще, так. ну, Мгм. ну, как бы я думаю, что в этот момент всем было все равно, как бы до страны. Все волновались о том, просто чтобы завтра. Будет ли да, еда. да, будет ли еда. Поэтому там дело не в патриотизме в это время, а в том, что преступность была очень большая и Окей, и там не почему, платили деньги. да. почему говорят, что вот 90-е годы в России это было страшное время? Почему было страшное время? Потому что было очень много бандитов. Было страшное время. Ну, и во всех смыслах было страшно. Опять, было страшно людям, которые не знали, что они будут есть. Было страшно из-за бандитов. Были постоянные разборки. Я очень много видел этого. Даже на подростковом уровне это были там район против другого района. Все были банды. Ни у кого не было нормальной жизни. Так, и ну какая... Я знаю, что... Окей, скажи, как ты думаешь, у тебя было счастливое детство? Вот я недавно, кстати, говорил об этом с моим другом, которым я вместе вырос, и мы вместе думали об этом, именно этот вопрос. Было ли у нас счастливое детство? И я думаю, что да. Это сложный вопрос, это не просто... Я думаю, что я бы хотел, чтобы оно было по-другому, но мы считаем, и я тоже считаю лично, что то, что мы получили за это время, это помогает нам теперь. Опыт всего. Это был опыт общения с людьми, опыт то, как выживать, как крутиться, как говорят в России. Хорошее слово для твоих учеников, крутиться. Да. А как перевести на английский? Крутиться? Hustle. Да, вот. Да, русские очень хорошо умеют крутиться. Я Да, нахожу. как- Они всегда спрашивают, ну как ты думаешь, я могу устроиться на работу или на жизнь в США? Я говорю, да, вот. Русские довольно находчивый народ, тебе точно удастся здесь. Да, я думаю, что все русские, которые я знаю, они такой middle class здесь. Да, теперь. Ну, как Да, да, конечно, через время, сначала через у них время, было да. $100 Да. в кармане. Окей, теперь у нас будет маленькая игра. Это, ну и, кстати, это очень хорошая практика по грамматике. Talking about having and not having in the past tense. Okay, so это вот интересно. Как ты думаешь, у тебя были любящие родители? Да. Почему? Ты так думаешь? Потому что то, что еще не прошли, просто чтобы воспитать меня, это как бы люди, которых не было в это время любящих родителей, они были сиротами. Как бы, да, ну я бы не сказал, у меня были хорошие родители, они отдали меня в музыкальную школу. Я бы не сказал, что А это вообще стоило хоть что- деньги? Ну, то есть Очень мало, это почти бесплатно было. вообще. А ты знаешь, сколько стоит? Я такая знаю, школа сколько, да, здесь, в США? Тысячи в месяц. Да, я знаю, да. Да, это 25 рублей, кажется. Это ничего. Да, они отдали меня в музыкальную школу. Я считаю, я получил хорошее образование школьное. И да, после школы, я думаю, у меня было не очень хорошее образование. Ты думаешь, что твои родители так, ну, как нежно относились к тебе? У тебя есть какие-нибудь жалобы на то, что на то, как они воспитывали тебя? Не нежно, они грубая любовь. Tough love, yeah. Да, не нежно, а заботливо. Их заботило то, кем я вырасту, да. Но, конечно, порка была ежедневной. Но я заслужил, я не говорю, Я представляю себе.
Так, окей, хорошо. So тебе надо спросить у меня тоже. Когда я задаю тебе Хорошо. вопрос, ты Я и спрошу у тебя мне. вопрос. Считаешь ли ты, что твои родители любили тебя? Я такие же вопросы Ну, буду конечно, спрашивать, потому я не что знаю. они обязаны. Но любили ли Ну, не Дженни, обязательно. как она есть на самом деле, не знаю, честно. И теперь я знаю, да, теперь без сомнений я знаю, что мои родители любят меня. Но смотри, для них самое главное в жизни – это религия. И, к сожалению, я очень сильно не любила вот эту религию. И за это сильно наказывали меня. Как? Ну, просто они отнимали privileges, знаешь, вот, потому что я не хотела ходить в церковь. Ну Или- какое наказание? У тебя есть пример? Ну, ты не можешь гулять с друзьями, ты не можешь использовать машину, ты не можешь... Мы говорили до 13 лет. Надеюсь, ты не использовал машину до 13 лет. Ну, не можешь выходить из дома. Из дома. И все. Да, то есть если ты хочешь гулять с друзьями, ты должна уважать наши правила в нашем доме, и в нашей семье, в нашем доме. Мы верим в Бога. Нет, окей, хорошо. Следующий вопрос. Окей, нет. Сначала я просто скажу, вот мои жалобы на мое детство очень такие смешные, мелкие, да. Вот. На что я всегда жалуюсь? Это на то, что у нас никогда не было десертов. А у вас была такая проблема? С десертами? Угу. Один раз в месяц у нас были десерты. Угу. Так, Конфеты. конфеты. Так. Один раз в хорошо. месяц. Ага. Это был день зарплаты, поэтому его давали один раз в месяц в России. Ну, сейчас я не знаю, как раньше, один раз в месяц давали Мгм. зарплату, поэтому один раз в месяц это был как treat, Мгм. Так. и у нас были конфеты. Мгм. Это было Интересно. стабильно. Окей, то есть, я скажу тебе мои жалобы, а ты потом будешь сравнивать вот такие проблемы, first world problems с твоими Давай. проблемами. Так, то есть у нас никогда не было десертов, конфет. Моя мама не разрешала нам отмечать Хэллоуин, Почему? ну, потому что, не знаю, вот у меня целое видео об этом, кстати. А потом у нас никогда не было брендовой одежды, да. Это ужасно. То есть все мои друзья ходили в Calvin Klein, Ralph Lauren, Gap, а я в какой-то там Mervyn's или в Sears джинсах ходила. Стыдно, да? Как же? Я выжила, я не знаю. Вот. Потом следующая жалоба это то, ну, я уже говорила, заставляли меня ходить в церковь, очень не любила церковь. И самое важное, это у нас были ужасные пострижки. Ужасные. Стрижки. Ужасные. Мама сама делала дома. Они были такие ужасные. То есть я могла бы быть миленькой девочкой, но, к сожалению, у меня была ужасная домашняя стрижка. Да. Да, с каких лет? Ну, с первого года. Ну, до скольки лет? Когда ты пошла? Наверное, у меня была первая нормальная стрижка, когда мне было 11 лет. 11 лет. Мгм. То есть Ну, я, это когда- я впервые ходила в салон красоты. Да. Спасибо. Очень ценю этот лист. Хорошо. Вот. Ну хорошо, как тебе мои проблемы? Нормально? Ну, действительно тяжелые? Тяжелые, да, потому что мы ходили в Adidas. У нас была одна форма. Да, летом это был Adidas. И ты знаешь, да, как это выглядело, конечно. Ну, Да. гопник, да? Ну, естественно. Да. Да, Adidas. И зимой, и осенью, ну, зимой были, конечно, кожаные куртки, и осенью был такой черно-серый свитер. Ты знаешь точно, о каком свитере я говорю. Да, наверное, у тебя даже есть фотография. Да, конечно. У всех есть эта фотография. То есть у тебя была брендовая одежда? Нет, какая-то брендовая одежда. Конечно, это был не настоящий Adidas. Ага. Это был с китайский Ага, Adidas, да. Потом, кажется, что-то случилось, они начали писать Abibas. Потому что для русских все равно. Это достаточно близко.
Так, Да. окей. Но одежды было мало, если честно. Как бы был Абибас и все. Ну, Например, например, сколько выбора не у тебя было. джинсов? Сколько джинсов? Джинсов? Фу. Джинсы это Вообще для ничего. богатых людей. Ага, то есть у Да. тебя не было джинсов? У меня не было джинсов. Мечтал о джинсах, наверное. Ну, да, конечно, хотел. Мгм. Ну, когда-то, естественно, до 13 точно не было. Если мы говорим до 13, точно не было джинсов. Ну, наверное, не было до как late teens, так, 17. Maybe, может быть, 16 было, я не знаю. Ну, да, это я уже был взрослым мальчиком. Еды. Да, было. Мгм. Но было разное время. Да, не было время, когда было время, когда не было еды. Мы просто выключали холодильник, чтобы он не тратил электричество. Это было недолгое время, если честно, потому что в один момент моя мама начала делать пирожки, когда было сложно, и она продавала пирожки, и на деньги, которые получались из этого, были просто оставшиеся пирожки, мы ели бесплатно. Мгм. Поэтому это крутиться, правильно? Мгм, Надо да. знать, как крутиться. Было время, когда я и мой отец носили одну пару обуви. То есть делились. Да, Мгм. да. И отец носил, и когда он был дома, я мог пойти на улицу. Вау. Если честно, это странно даже говорить об этом сейчас. Ну ты же такой высокий, он тоже высокий? Да, он высокий. Ну, тогда я не был такой высокий, Ага. он все еще ниже меня. Это тогда я был подростком, 13-летнему. Еще какие у тебя жалобы на свое дело? У меня нет особо жалоб. Я хотел очень сильно велосипед. У меня никогда не было велосипеда. И даже еще в Советском Союзе мои родители хотели купить велосипед. Или, может быть, это было начало 90-х, может быть. Я не знаю точно, сколько мне было лет. Я просто помню, мы поехали купить велосипед. Мне сказали, мы едем купить велосипед. Надо было ехать в центр города. Их не было просто там. Тогда не было так столько магазинов, как сейчас. Поэтому надо было ехать в центральный универмаг, купить. И мы туда приехали, и там не было велосипедов. Они все продали. И больше у меня никогда не было. Один раз я и мой друг, мы сделали велосипед из разных запчастей велосипеда. Это закончилось очень плохо. Окей, расскажи историю. Я заинтересована. Хорошо, у нас была рама от одного велосипеда, вилка от другого. И вместо руля это была труба. Маленькая труба такая. Нет, ну просто да, потому что годы были такие. Вот. Да, у меня был ученик, он усыновленный из России. Он часто сталкивался с трупами, да, в лесу. Да, или- ну мы в виде находили несколько трупов. О, это ужас. Первый раз в моей жизни, ну, кроме дедушку, первый труп, который я видела, это было в России. Я видела, как человек прямо как умирал. И потом был еще бомж. Он умер на скамейке, замерз. И вот самое страшное, люди не обращали на него внимания. Просто там лежал на скамейке, Ну, на они, наверное, не знали. на остановке автобуса. Нет, они знали, да, потому что было очевидно, что здесь вот все как пурпурного цвета, Ау. знаешь. А потом еще труп лежал на рельсах железной дороги. И люди просто не обращали внимания. Вот он просто там, они ждали до того, как кто-то заберет. Ну да. Это все было в России. Я видела вот такие страшные вещи только в России. Да, я не знаю, надо это ставить или нет. Да, я не буду говорить остальные опыты с этим, которые я... Ну вот, окей, хорошо. Но вот здесь будет, Да. здесь будет действительно весело, по-моему. Расскажи историю, когда ты действительно боялся за свою жизнь. Нет, я сначала, можно? Да, давай. Окей, хорошо. Окей, вот. Ох. Мы чуть не умерли. Вот мы
Это был наш перерыв в школе, recess. Как будет на русском? Перемена. Перемена. Окей. Мгм. То есть мы играли на площадке, и вдруг подъехал какая-то там старая обшарпанная машина, и в ней был какой-то там страшный обшарпанный чужой дядя, да. А вот этот дядя, он начал смотреть на нас, на всех детей, играющих на площадке. И он смотрел на нас, как будто он запоминает наши лица, чтобы потом нас найти Убить. и убить. Да, Да. точно. Нам было страшно. Мы подбежали к учителю, говорили ему, что вот этот страшный дядя смотрит на нас. Это точно маньяк, точно извращенец. Он убьет нас всех. А вот потом наш учитель пошел к нему и, как спросил, дядя, почему вы здесь смотрите на детей? Он сказал, я ищу моего сына, мне надо отдать ему деньги на обед. Ау, Да, это было да, страшно. это было очень страшно. Обшарпанный. Вот это мы чуть не умерли от этого маньяка. Да, это было, мне действительно было страшно. Я не хочу, потому что у всех настроение опять испортить. Нет, это смех сквозь слезы, знаешь, это будет... Это... Весело будет, знаешь, весело будет сравнение, да? Я не знаю, если честно, я даже не знаю. Да, однажды, и это было постфактум. У нас во дворе жил человек, он был намного старше меня, кажется, ему было тогда 28 лет, что для меня тогда это было, он был старый. Он был старый. Он был больной на голову, правда. Он был сумасшедший. Он был в тюрьме и вышел из тюрьмы. Он был в тюрьме несколько лет. И у него кличка была Мясник. Да не очень хорошая кличка. Почему-то, я не знаю почему, он не любил меня. Каждый раз, когда он видел меня на улице, мне было 15 лет, он бил меня. Бил. Каждый раз, да. Если я видел его на улице, он бил меня. 100%. Однажды я гулял, у меня уже было тоже, наверное, 17, что-то типа такого. Я гулял с друзьями на набережной, остался там до ночи, до поздней, может быть, даже в клуб пошел. Не помню точно, что я делал, но да, я гулял, я вернулся поздно ночью, и у меня в подъезде перед лифтом было много крови. И мои друзья, которые жили у меня в доме, они сказали, что мясник был здесь, и он убил кого-то. Он ждал тебя, он убил кого-то. И, потом его надолго посадили в тюрьму, я больше никогда не видел его. Да, интересно. Да, это не хорошо для настроения, не веселое видео получается. Наверное, мой обшарпанный дядя был более страшный. Скорее всего. Чем... Окей, хорошо. Последний вопрос. Я не знаю, как сказать это по-русски, но к чему ты бы хотел вернуться? К чему я бы хотел в детство? Да, то есть из детства. Что ты бы хотел вернуть? Я бы хотел мой велосипед, Свою если жизнь. честно. Все остальное нормально. Твой обшарпанный велосипед? Это был новый Кама, хороший велосипед, складной. Нет, или по каким моментам ты скучаешь? И ты думаешь, блин, это было здорово. Я не думаю, что я скучаю по каким-то моментам. Это было не самое... Я бы не сказал, что я был несчастлив тогда. Я думаю, что если бы я знал, как могло бы быть, тогда бы я был несчастлив. Но для меня тогда это было просто жизнь. Это то, как ты живешь. Ничего другого не было. Поэтому, если совсем говорить о том, что бы я хотел вернуть, в то время я бы точно хотел вернуть Советский Союз. Почему?
Потому что было хорошо. Я знаю, что твой друг, с которым ты делал видео, он не согласился бы со мной. Но я был ребенком, мы сдавали бутылки, получали деньги, пошли купили мороженое. Было чисто, опрятно, безопасно. Все были примерно одинаковые, не было крутых и не крутых. То, как я это помню. Там свободы слова не было, но о чем мне говорить, мне было 5 лет. Поэтому для меня то время это было, из моего детства было самое счастливое время. Ну хорошо, ну это все. Кажется, Всё. но они могут написать в комментариях, у кого было более страшное, более тяжелое детство. Да, и будет интересно, кто у Да, вас. интересная история. Да, я говорил Дженни о том, что мои истории, они нормальные, поэтому не особенные, да, ничего особенного. Нормальная история из 90-х. Да. Все через это прошли. Ну хорошо, это все. Спасибо вам, спасибо Косте. И, пожалуйста, поделитесь своими воспоминаниями о 90-х в комментариях. Это всегда нам интересно читать. Хорошо, это все. Пока-пока. Nice.